Мама снимала про выбор человека. Мама в первую очередь хотела снять конкретный сюжет. Она хотела снять конкретную вот историю про людей. Просто это было на военном фоне. Для нее главное была ситуация героя, его выбор, его какие-то нравственные конфликты, его нравственные метания. Просто, конечно, военная тематика и военный фон для этого подходил лучше всего, потому что мало какая ситуация ставит героев перед такими жесткими выборами, как война. Когда мама в первый раз прочла повесть, она сразу обратила внимание вот именно на этот духовный конфликт. Я не думаю, что она изначально была религиозным человеком, я думаю, что это развивалось с ней в течение жизни. Как любой человек Советского Союза творческий, она не могла об этом говорить публично. Поэтому, когда она давала интервью своей подруге Фелиции фон Норштиц на баварском телевидении, речь шла о духовности советского человека. Но все же понимали, скажем так, о чем речь. То есть в разговорах со съемочной группой, в разговорах с близкими друзьями, подругами все понимали, что это именно духовная история. И, конечно, она ее увидела как духовную историю и развела, потому что у Быкова в «Сотникове» это не был большой акцент. Скажем так, акцент на внутреннее состояние героев, акцент на их духовный конфликт и на, может быть, какую-то религиозную подоплеку внесла все-таки мама в сценарий вместе с Клепиковым. Отец, я тебя хотел тогда убить, что ли? Так ведь не убил же и не казнись. Человеком помру теперь, не собакой. Сотников – это одно дело, а восхождение – это совсем другое дело. На самом деле проблемы-то с восхождением начались еще задолго до съемок. Потому что изначально все прекрасно понимали, что это будет и некая религиозная притча. И маму обвиняли в том, что она собирается протащить Иисуса на экран еще в момент подбора актеров. И даже кандидатура Плотникова на роль Сотникова вызывала большие вопросы, потому что все понимали, что здесь что-то религиозное, здесь какой-то Иисус немножко, да? И когда утверждался актерский состав, приходилось даже образу Плотникова на фотографиях добавлять какого-то героизма, чтобы он больше похож на советского партизана, нежели на, сами понимаете, кого. И, конечно, когда уже картина была готова, были большие сомнения в том, что картина сможет увидеть свет. Но отец общался с Петром Машеровым. Машеров был тогда руководитель Беларуси, невероятно авторитетный, невероятно популярный человек, сам бывший партизан. Машеров так или иначе прожил все, что было показано на экране. И Машеров после окончания фильма выходит на сцену и говорит на 40 минут речь, которую отец мне потом говорил, была одной из лучших, что когда-либо кто-то говорил о маме. И после такого выступления Машерова ни одна сволочь Госкино уже не могла этот фильм зарубить. Так или иначе, он дал путевку в жизнь восхождению. И во многом ему мы обязаны тому, что картина увидела свет не порезанный, без многочисленных выносов мозга нашими цензорами, и что она попала на фестиваль, и что она состоялась вот именно в полностью режиссерском авторском варианте. Я думаю, что главный урок Довженко на маму был, конечно, урок в первую очередь человеческий, потому что Довженко сам говорил своим студентам, что моя главная задача – сделать из вас граждан. Они познакомились в Киеве, и Довженко так или иначе даже частично убедил маму попробовать поступать. Что касается кинематографического момента,
Ну, я думаю, что определенная патетика в кадре, крупные планы, например, те же крупные планы Сотникова, всем известные, да, это во многом, конечно, Корней Вдовженко. Но, конечно, он для нее учитель был в первую очередь не в прямом смысле, не в кинематографическом, а как человек большого такого нравственного и человеческого авторитета. Знаете, вот когда меня часто спрашивают по поводу, что общего было изначально у мамы и у папы, да я думаю, там все было проще. Это просто была любовь двух молодых людей. Не то чтобы они сошлись там на любви, там, не знаю, к Сартру или Канту, да. Так или иначе, у них были достаточно разные вкусы и свой взгляд, и свое видение и на кино, и на творчество. Да я думаю, что это просто была любовь, и это самое главное. А все остальное уже пришло со временем. Влияние было, и оно было всегда. Мама во многом оказала большое влияние на отца в плане работы с актерами. И за кадром, и что касается непосредственно кадра. И замысел каждого фильма во многом рождался совместно. Причем зачастую это происходило через меня. Потому что я был таким определенным буфером, сидел за столом и такой, как несмышленыш, передавал реплики отца и маме. Антоша, скажи папе, что я хочу очень снять село Степанчиково. Не, Антоша, передай маме, что у Достоевского есть более интересные варианты для экранизации. Это была своего рода игра. Но творческий диалог всегда присутствовал. То есть они не отгораживались друг от друга, как режиссеры, условно говоря, за семейным столом. Мама с отцом поженились в 1964 году, и, конечно, прошло 9 лет перед тем, как появился на свет я. И так или иначе история моего появления на свет была очень тяжелой. Мама упала, был тяжелый перелом и сотрясение мозга, травма позвоночника. Она какое-то время была вынуждена провести без движения в постели. И вот это осознание собственной смертности, осознание того, что, может быть, не появится второго шанса что-то сказать, что-то доказать, и снять то, что ты хочешь, я думаю, что именно оно привело ее, может быть, даже раньше времени к съемкам «Восхождения». Потому что она уже не собиралась откладывать на после. Она понимала, что каждый фильм надо снимать как последний, и говорила об этом совершенно откровенно. И прочитанный где-то, наверное, в 70-м, может быть, 71-м году Сотников Быкова в «Новом мире», он совершенно внезапно приблизился к своему созданию, ей еще будучи совсем молодой женщиной, потому что картины такого накала, конечно, они создаются, как правило, более опытными режиссерами. И была ли она к этому готова или не была, она уже поняла, что она должна это снять. Ну и как результат, мы все знаем, она была готова, и получился шедевр. Nicht zurückbleiben! Для отца, конечно, мамина гибель была страшным ударом и, наверное, самая главная трагедия его жизни. Он очень тяжело это перенес, и, как ни странно, то, что он продолжил работу над маминой картиной и завершил ее замысел, это его спасло. Спасло и как человека, спасло и как режиссера, и вывело его, конечно, уже на последний этап, поздний этап его творчества, который подарил миру и «Матеру», и «Иди смотри». Отец пережил эту смерть, пережил эту трагедию, навсегда остался верен своей любви, но он смог закончить ее замысел, смог закончить фильм. Знаете, вот сейчас, конечно, у всех совершенно другой взгляд на вопросы гендерные, да, на вопросы пола, и я бы не стал, например, как-то смотреть на творчество мамы с современных позиций, там, феминизм, не феминизм. В те годы это уже не было.
Не было даже такого понятия в нашей интеллигенции, в нашем кинопроизводстве. Понятно, что у женщин и мужчин были разные роли, и, конечно, роль сильной женщины-режиссера, она многих, скажем так, подвигала в трепет. Не все ожидали этого увидеть, не все ожидали это услышать. Но мама сама с юмором к этому относилась, и все знали, что у нее железный характер, что у нее мужская рука, но при этом она настолько это компенсировала своей женственностью, своей красотой и своей мягкостью в каком-то человеческом общении, то я не думаю, что ее воспринимали как некую железную леди. Для нее борьба, скажем так, с глупой ограниченностью наших цензоров и киношного начальства, я думаю, что была куда важнее и куда принципиальнее, чем гендерная борьба, как сейчас, конечно, по реалиям нашего времени все хотят представить. Немножко все-таки была другая жизнь и другие проблемы. Для нее главная, единственная тема – это был выбор человека. Во всех ситуациях, в самых разных ситуациях. Это проходит через все ее фильмы. Не так много, к сожалению, фильмов было снято. Но в разных ситуациях, с разной, скажем так, поэтикой окружающего, с разной атмосферой. Но смысл один и тот же. Она была про это, и это был главный смысл ее творчества. Унести. Для мамы очень важно было, конечно, в этой ситуации полная аутентичность. То есть, чтобы никакого вранья, никакой абсолютно фальши в кадре не было. И хотя фильм снимался под Муромом, то есть это не Беларусь, но даже злейшие морозы зимы 1976 года, они чем-то повторяли морозы 1942 года зимы. Даже массовка, даже не только сами актеры, но массовка хотела испытать на себе то, что испытывали жители Белоруссии именно в это жуткое время, в жуткую зиму, холодную зиму 1942 года. И мама видела на руках у девчонок, у женщин черные точки от обморожения, потому что реально на грани серьезного обморожения были очень многие. И Борис Плотников, который одевался очень легко, и которому приходилось в силу какой-то слабости таскать на себе. И, конечно, это были адские съемки. То есть никаких компромиссов, никакого, скажем так, отсиживания в теплых автобусах с чайком или чем-то погорячее не было. То есть реально люди работали в тех же условиях, которые были вот в то самое жуткое время. Но я бы сказал так, что в этой ситуации пример самого режиссера чрезвычайно важен. И истовость, какая-то невероятная нацеленность мамы на этот фильм как на подвиг, как некое духовное действие, как на духовный некий подвиг, да, я не знаю, может быть, сейчас говорю какими-то высокопарными словами, но она так относилась к своему творчеству. Для нее это не была работа, это не было ремесло. Это было именно сподвижничество. И люди это видели. И видели актеры. Быков не просто так называл маму Достоевским за камерой. Не просто так. Это было именно все шли за мамой. И то, что получилось в результате, это, конечно, во многом этим обусловлено. Встань, женщина. Опомнись. Я вообще не думаю, что мама снимала военный фильм. Это не была для нее самоцель. Для нее любой фильм был фильм о конкретных героях. То, что с ними происходит. Все остальное – это был фон. Страшный, исторический, абсолютно достоверный, но фон. Простите. Она хотела сказать правду. Она хотела не соврать ни в одном кадре. И она хотела полностью дать актерам возможность показать вот этот страшный выбор.
Да, были какие-то определенные поэтические решения. Например, сцена с попыткой самоубийства рыбака после уже казни Сотникова. Потому что в повести речь идет о том, что ремень у него отбирают полицаи, и он поэтому не может повеситься. Но это, условно говоря, просто жизненная ситуация, да, что вот не нашлось ремня. А в фильме там немножко по-другому. Там ремень-то ему оставляют. И он не может повеситься именно потому, что Господь Бог ему не дает возможности так легко уйти из жизни. Он должен пройти все, испытать на себе груз и тяжесть собственного предательства и жить с этим. Потрясающее всегда ощущение, когда представляешь картину зрителям на большом экране. Наши зрители в Европе, неважно, никто поначалу не ожидает, что это будет. Но после показа фильма, после окончания фильма, люди не могут 5-10 минут встать со своих кресел. Люди молчат, люди сидят, люди ошарашены совершенно. И время никак не меняет вот этого эффекта. То есть фильм абсолютно не стирается. Я никогда не устаю видеть глаза и ощущение вот этого потрясения этой картиной со стороны зрителей, в том числе со стороны молодых зрителей. И я думаю, что эта картина навсегда.